Что, если я скажу вам, что миллионы людей по всему миру регулярно просыпаются посреди ночи, полностью парализованные, и видят, как темная фигура сидит у них на груди и медленно душит их? Звучит как начало дешевого фильма ужасов, не так ли? А вот и нет. Это не выдумка сценариста. Это реальный, научно объяснимый феномен – паралич сна. Сегодня мы, как исследователи неизведанного, отправимся на границу между сном и явью, чтобы разгадать одну из самых жутких тайн человеческого мозга. Готовы? Тогда поехали. Смотрите до конца. Там я расскажу, что делать, если это произошло с вами прямо сейчас. Представьте, вы просыпаетесь в своей кровати. Комната знакома, но что-то не так. Воздух кажется тяжелым, в ушах странный гул. Вы пытаетесь пошевелиться, крикнуть, но ваше тело вас не слушается. Оно словно превратилось в камень. Единственное, что вам подвластно – движение глаз. И вот тогда вы его замечаете. В углу комнаты, у изножья кровати или прямо над вами нависает темная, бесформенная фигура. Она не говорит, но вы ощущаете ее зловещее присутствие. Паника нарастает, сердце колотится, а вы абсолютно беспомощны. Этот опыт – классический эпизод паралича сна. Ваш разум проснулся, а тела еще нет. Мозг бодрствует, тело спит. Самое поразительное в параличе сна – это его универсальность. Неважно, где вы живете – в Токио, в альпийской деревне или в племени у Амазонки. Люди из разных культур, которые никогда не общались, рассказывают практически одно и то же. Внезапное пробуждение, невозможность пошевелиться, ощущение присутствия и давление на грудь. Согласно исследованиям, хотя бы раз в жизни паралич сна испытывают от 8 до 50% людей. Цифры разные, потому что многие просто не рассказывают об этом. Регулярные эпизоды случаются примерно у 5% людей. Часто первый опыт в подростковом возрасте. Студенты, ночные смены, джетлаг и стресс повышают риск. Многие боятся рассказать. Кажется, что это признак сумасшествия. Но это не так. Представьте средневекового крестьянина, который проснулся и увидел на себе нечто, душащее его. У него не было знаний о фазах сна. Тысячелетиями люди объясняли это демонами, ведьмами и колдовством, и создавали ритуалы и амулеты. Сегодня наука дает другой ответ. Давайте заглянем в машинное отделение нашего мозга. Разобрались с тем, что это не мистический напад. Теперь посмотрим, что именно происходит внутри нас. Наше расследование только начинается, и оно будет похлеще любого детектива. В каждой культуре есть свой демон паралича сна. Имена разные, но повадки одинаковы. В Европе – инкуб, суккуб. Картина Фюзели «Ночной кошмар» – классический пример. Инквизиция всерьез расследовала такие случаи. В Японии – канасибари, духи и призраки Юрей. В Скандинавии – Мара. От ее имени произошло слово «кошмар». В Бразилии – Писадейра, в Ньюфаундленде – старая ведьма. У хмонгов – цап-цок, дух, душащий во сне. Контекст меняется, а суть остается, мозг интерпретирует телесные ощущения через призму культуры. Тень, давление на грудь, удушье, беспомощность от Бразилии до Японии. Человечество описывало один и тот же опыт веками, это скорее универсальная работа мозга, чем мистический враг. И это самое убедительное доказательство того, что ключ в работе нашего мозга. Дальше разложим по полочкам, что происходит в мозге во время этих эпизодов. Погнали в науку. Отложим манускрипты, наденем белые халаты. Что же говорит наука? Весь секрет паралича сна кроется в особенностях REM-фазы, самой активной и яркой фазы сна. Именно в REM мы видим самые яркие, иногда странные сновидения. Мозг работает почти как при бодрствовании. ЭЭГ показывает высокочастотные волны, похожие на те, что при выполнении сложной задачи. Варолеев мост посылает сигналы, которые отключают наши скелетные мышцы. Это мышечная атония. Это эволюционный предохранитель. Без атонии мы бы воспроизводили свои сны в реальности и травмировали себя. Представьте, что вы летите во сне, а в реальности вскочите и попытаетесь выпрыгнуть в окно. Паралич сна – это сбой в синхронизации. Сознание проснулось, а атония еще действует. Обычно это несколько секунд, пара минут, но в панике кажется вечностью. В этот момент активно миндалевидное тело, амигдала, и ее сигнал – опасность. Префронтальная кора логики еще не загрузилась, поэтому царит животный ужас без рациональной оценки. Реальность и остатки сновидений смешиваются в жуткий коктейль, и мозг начинает придумывать объяснения.
Ученые пока не знают всех причин сбоя, но уже видят факторы риска: недосып, стресс, смены графика и положение тела. Недосып, джетлаг, ночные смены – все это сбивает циркадные ритмы и делает переходы между фазами нечеткими. Кстати, многие переживают паралич именно лежа на спине, об этом позже. Представьте сложную электрическую схему. Во время бодрствования ток свободно бежит по проводам, мы двигаемся, а ночью включается реле. Когда мы входим в REM, специальное реле в стволе мозга переключает тумблер. Оно активирует тормозные нейроны, которые выделяют глицин и гамк. Эти химические вещества действуют как изолента, блокируя сигналы от двигательной коры к мышцам. Атония защищает нас от травм. Но если реле не переключается синхронно, сознание просыпается, а тело остается под замком. Мозг кричит «Вставай!», а мышцы отвечают «Приказ не поступал». Это как завести машину с включенной сигнализацией. Почему так происходит? Главные подозреваемые – нарушение режима сна, недосып, джетлаг, ночная работа и стресс. Положение на спине может слегка затруднять дыхание. Легкая гипоксия вызывает микропробуждение прямо в REM. Мозг ощущает нехватку воздуха, не может пошевелиться и генерирует чувство удушья и давления на грудь. У ученых нет полного ответа, но есть рабочие гипотезы, и мы знаем, как снизить риск. Во-первых, режим сна. Во-вторых, борьба со стрессом. В-третьих, позиция для сна и отказ от кофеина и алкоголя перед сном. Комната должна быть темной, тихой и прохладной. Уберите гаджеты с синим светом подальше от кровати. А теперь, почему мозг рисует монстров и откуда берется фигура в углу? Почему мозг не может просто осознать, что он парализован, и подождать? Почему он устраивает персональный фильм ужасов? В параличе сна мозг получает противоречивые сигналы. Сознание бодрствует, а амигдала орет «опасность». Префронтальная кора спит, логичный ответ недоступен. Мозг не терпит неопределенности и ищет причину во внешнем мире. Темная комната – тени. Мозг достраивает образ из теней и памяти, знакомые мотивы фольклора и кино. Звуки холодильника, уличного движения или собственный гул мозга превращаются в шаги и шепоты. Ощущение присутствия связано с теменно-височным стыком. Типиджети, когда он глючит, кажется, что рядом кто-то стоит. Итого, паралич тела, затрудненное дыхание, паника амигдалы и культурные шаблоны – мозг собирает демона как конструктор. Фильмы ужасов и легенды подпитывают образы, поэтому контекст сильно влияет на содержание галлюцинаций. Эволюция. Лучше 100 раз перепугаться тенью и остаться в живых, чем 1 раз проигнорировать настоящую угрозу. Мы запрограммированы видеть лица и человеческие силуэты. Параидолия делает свою работу в темноте. Понимание этих механизмов – первый шаг, чтобы отложить страх и взять контроль. Итак, это случилось. Вы проснулись и парализованы. Паника нарастает. Что делать? Главное – не паниковать. Паника усиливает галлюцинации. Вместо того, чтобы напрягать все тело, действуйте хитрее. Сосредоточьтесь на частях тела, которые могут шевелиться. Попробуйте пошевелить пальцами рук или ног. Или скосите глаза в сторону, быстро моргните, измените выражение лица. Небольшой рывок может разрушить паралич. Работайте с дыханием. Медленный, осознанный вдох и выдох активируют парасимпатику и успокаивают амигдалу. Скажите себе: это нереально, это просто работа моего мозга. Принятие уменьшает страх. Опытные сновидцы иногда превращают паралич в осознанное сновидение. Расслабьтесь и позвольте галлюцинациям стать сном. Чтобы снизить риск, наладьте режим сна, ложитесь и вставайте в одно и то же время. Темнота, прохлада, тишина. Избегайте кофеина, никотина и алкоголя перед сном. Они фрагментируют сон и повышают шанс паралича. Если замечаете эпизоды лежа на спине, попробуйте спать на боку и подложить подушку за спину. Не бойтесь говорить об этом. Друзья, семья, онлайн-сообщество, вы удивитесь, как много людей переживали то же самое. Знание – лучшая защита. Читайте, обсуждайте, обращайтесь к специалистам, если это повторяется. Малое движение, дыхание, принятие, и вы в безопасности. А профилактика – режим, гигиена сна и снижение стресса. А вы сталкивались с параличом сна? Расскажите в комментариях, каков был ваш опыт. Поставьте лайк, если это видео открыло вам глаза, и подпишитесь на канал, чтобы вместе продолжать исследовать эти загадки. Итак, в сухом остатке. Паралич сна – не древнее проклятие, не нападение демона.
и не признак психического расстройства. Это научный феномен – рассинхронизация между проснувшимся сознанием и все еще спящим телом. Ужасающее видение – творчество нашего мозга. Нейромедиаторы, эхо древних инстинктов и культурный багаж. Знание превращает жертву в наблюдателя. Ага, вот оно, мой мозг снова показывает фокусы. Эти истории объединяют людей по всему миру. Сильные сообщества возникают вокруг общих переживаний и верований. Что думаете вы? Работает ли у вас страшилка мозга по-другому? Поделитесь опытом. До новых встреч в мире удивительных научных открытий. Не забывайте, есть еще так много, что нам предстоит выяснить о сознании и сне.